Всем привет! И сегодня у нас тема, которая на первый взгляд кажется приветом из прошлого, но на деле настоящий цифровой детектив. Мы поговорим о копировании музыки с CD. Ну, казалось бы, что тут сложного? Вставил диск, нажал кнопку и готово. Я сам так диски сохранял. Да, для дешевого плеера в машине этого было достаточно. Но вот получить идеальную копию, прямо байт в байт, точную копию того, что было записано в студии, это уже совсем другая история. И главное, быть уверенным, что копия студийной записи сделана без единой ошибки. Совершенно верно. Вся соль в том, как именно программа Reaper пытается эти ошибки отловить. И что еще интереснее, как она пытается их исправить. И тут, по сути, есть два лагеря, две разные философии подхода к точности копирования. И некое различие в трактовках этой точности. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше профессиональных секретов. В ролике мы будем говорить об общих принципах реализации программ CD-иперов и баз данных рипов. А вы, друзья, в комментариях можете дополнить нас теми тонкостями, что остались за рамками этого видео. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Начнем. Первый подход, самый популярный, можем назвать «мудростью толпы» в кавычках. Основан на том, что программа сверяется с большой онлайн-базой данных. В них содержатся «отпечатки» в кавычках, множество рипов для одного и того же CD. А второй? А второй – это путь одинокого детектива. Он полагается не на мнение большинства, а на тщательное изучение улик на самом диске. Цель максимально повысить вероятность обнаружения ошибки и попытаться восстановить данные, не оглядываясь на то, что получилось у других. Звучит немного нелогично. Зачем отказываться от помощи, если она есть? Вот в этом и вся интрига. Давай начнем с мудрости толпы, и ты поймешь, где скрывается подвох. Хорошо, давай разберем этот популярный метод с онлайн-базами рипов компакт-дисков. Как он вообще работает? Представь, что каждая песня на диске — это уникальный текст. Когда программа Reaper читает трек, она не просто копирует аудио, она вычисляет для него своего рода уникальный цифровой отпечаток, например, сумму цифровых кодов букв. Технически это называется контрольная сумма или хэш. Это как если бы мы взяли весь текст песни и с помощью некой формулы превратили его в одно короткое число. В реальности цифровые коды звуковой волны также объединяются в отпечаток или контрольную сумму – число. Для простоты и быстроты сравнения, для компактности при хранении в базе. И что дальше с этим числом? А дальше программа отправляет этот отпечаток в интернет, в специальную базу данных. В этой базе уже хранится много таких же отпечатков от других людей, которые копировали точно такой же диск по всему миру. Если твой отпечаток совпал с тем, что прислало большинство пользователей, программа выдает тебе зеленый свет. Поздравляю, у вас идеальная копия. Звучит гениально и просто. Коллективный разум в действии. Если у 1000 людей получилось одинаково, значит, это и есть правильный результат. Именно на этом и построена вся логика. Мы ожидаем, что это правильно. Только ожидаем? Не уверены на 100%? Но почему? В чем тут подвох? А подвох фундаментальный. В этой базе данных нет самого главного – эталона. Там нет мастер-отпечатка. Отпечатка, снятого напрямую с оригинальной студийной мастер-записи. Погоди, то есть мы сравниваем свою копию не с оригиналом, а с другими копиями? Именно. Мы сравниваем свой результат с результатами других людей. А эти результаты, в свою очередь, могли быть получены с дисков, которые уже сами по себе не соответствовали студийному оригиналу. Понимаешь? В базе хранится не истина, а консенсус, мнение большинства. Но почему мнение большинства может быть неправильным? Что, у всех разом диски поцарапались или приводы заглючили? Маловероятно. Иногда
Микроскопические дефекты диска могут вносить небольшие отличия, но в большинстве случаев люди копируют то, что записано на заводе. Так, И вот тут мы подходим к самому интересному. Действительно, в большинстве случаев таких проблем нет. В первом приближении об этом можно не беспокоиться. А во втором? Представь себе такую гипотетическую ситуацию. Некий музыкальный лейбл заказывает на заводе тираж нового альбома. Скажем, 20 тысяч дисков. Но на производстве происходит сбой. И во всей этой партии на третьем треке из-за микроскопической ошибки на матрице появляется едва заметный цифровой щелчок. Или, скажем, дефекты штамповки, неправильное нанесение слоя, брак поликарбоната и тому подобное. И если партию вдруг не забраковали и не остановили, то потом тысячи фанатов покупают диски из этой бракованной партии, они приходят домой, начинают их копировать, все они получают одинаковую, но неверную контрольную сумму с этим щелчком. В онлайн-базе очень быстро формируется мощный и уверенный консенсус на основе бракованной партии дисков. Особо отметим, что рипы-то были сделаны качественно. Отпечаток полностью соответствует CD. Но не мастер записи. Получается, я могу скопировать свой диск и получить подтверждение от базы, что все отлично. А на самом деле у меня в коллекции будет лежать копия с заводским браком, который я просто принял за истину. К сожалению, это невозможно исключить. Из статистики того, как часто это происходит, в открытом доступе нет, если она вообще есть. Но сам факт такой возможности заставляет задуматься. И если наша цель приблизиться к студийному звуку, к тому, что задумал артист, то насколько допустимо ли доверять такому методу большинства? Да уж, история, которая начиналась как простая техническая задача, превратилась в философский вопрос о доверии. Получается, самый популярный и, казалось бы, надежный способ проверки CD-копии на самом деле может нас обмануть. Мы сравниваемся не с эталоном, а с мнением толпы. А толпа, как выяснилось, может коллективно заблуждаться из-за заводского брака. Совершенно верно. Хотя для большинства сеансов копирования компакт-дисков сверке с базой данных рипов, скорее всего, можно доверять. Но если вы ищете идеал, то сомнение всегда будет присутствовать. Неприятно. И это ставит под вопрос саму идею необходимости такой проверки. Из наших рассуждений можно сделать вывод, что она дает ложное чувство уверенности. Мне кажется, что метод онлайн-баз контрольных сумм неправильно позиционируется. Я считаю, что это полезный инструмент независимого исследования серий компакт-дисков для сбора статистики, возможно, понимания неких тенденций. Да, и такой метод неприменим для редких и уникальных аудиокомпакт-дисков. Возможно, ты и права. Но если не доверять мудрости толпы, то что остается? Как тогда убедиться в качестве копии? Неужели нет выхода? Ответ вас разочарует. Никак не убедиться, если нет прямого доступа к студийному мастеру. Но что-то можно попробовать сделать. Попытаться извлечь как можно лучше прямо из твоего диска. Это лежит в совершенно другой плоскости. Это тот самый второй путь – путь одинокого детектива, который мы упомянули в начале. О том, как можно добиться максимальной точности, полагаясь только на сам диск и умный алгоритм, мы и поговорим в следующей серии нашего подкаста. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях, что вы думаете о разных методах точного CD-риппинга. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Всем снова привет! Приступаем ко второй части нашего расследования,
о том, как получить идеальную копию музыки с компакт-диска. В прошлой серии мы выяснили шокирующую вещь. Самый популярный метод проверки качества, сверка с онлайн-базами или мнением большинства, несмотря на возможную пользу, может сыграть с нами злую шутку. Да, мы узнали, что эти базы сравнивают нашу копию не с оригинальной студийной записью, а с копиями, сделанными другими людьми. И если на заводе была выпущена целая партия дисков с браком, то именно эта бракованная версия может стать золотым стандартом в базе, а ваша копия, не соответствующая мастер-записи из студии, будет считаться верной. То есть мудрость толпы может нас подвести. И мы остановились на вопросе, если не доверять большинству, то что делать? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше профессиональных секретов. В ролике мы будем говорить об общих принципах реализации баз данных отпечатков рипов и самих программ CD-риперов. А вы, друзья, в комментариях можете дополнить нас теми тонкостями, что остались за рамками этого видео. Осмысление содержимого наших роликов позволяет погрузиться на уровень 2 и даже 3 предмета. Информация в этом видео максимально сжата, вместо часовых лекций. Осмысляйте то, что услышали. Иногда может понадобиться посмотреть несколько раз. Чтобы получить максимальную пользу и узнать все важные детали, смотрите видео до самого конца. А теперь поехали! Напомню, что в общем случае покупателю диска невозможно точно определить полноту соответствия студийному мастеру, то есть тому оригиналу, который студия отдала для изготовления на завод. Но можно сменить философию. Вместо того, чтобы спрашивать мнение в интернете, мы устраиваем настоящий допрос с пристрастием к самому диску, методом одинокого, или, если сказать точнее, независимого детектива. Этот подход основан на глубоком и дотошном анализе имеющегося прямо у нас в руках физического носителя. В этом случае мы не сравниваем наш результат ни с какой базой рипов, во избежание ложной уверенности. И как же разработчики программ реализуют этот допрос? Что они предлагают взамен онлайн-баз? Нельзя сказать, что взамен. Некоторые риперы пытаются совместить оба способа, что, по нашему мнению, не очень удачное решение. Не очень удачное. Да. Но об этом позже. Разработчики аудиофильских программ риперов могут делать ставку на то, что называется низкоуровневое обнаружение ошибок. Проще говоря, они пытаются выжать максимум информации из самого CD-привода, подключенного к вашему компьютеру. То есть это некая одинаковая для всех технология риппинга? Нет, это принцип. Он реализован в нескольких технологиях. И различные технологии могут давать разную точность копирования. В качестве примера можно взять нашу технологию SafeR, Safe Ripping, которую использует программа AUI Converter. Ее разработчик, Юрий Корзунов, прошел путь от использования стандартных и внешних open-source платформозависимых инструментов до создания полностью собственного мультиплатформенного алгоритма, который обращается непосредственно к приводу для чтения диска через операционную систему компьютера. AUI-конвертер имеет алгоритм риппинга собственной разработки. Да, это дало AUI-конвертер непосредственный контроль над процессом чтения, дополнительную информацию и гибкость при обработке данных с оптического аудиодиска. Хорошо, давай вернемся к низкоуровневому контролю. Как это работает на практике? Это как-то связано с железом? Именно. Современные CD-приводы достаточно умны. Они умеют сами помечать данные, в прочтении которых не уверены. Для этого существуют специальные флаги ошибок. Технически они называются флаги C2. Когда программа видит такой флаг, для нее это сигнал. Ага, вот здесь, скорее всего, проблема. И что она делает? У нее есть несколько прочтений этого проблемного кусочка диска. Причем Reaper делает это так, чтобы обойти кэш-память привода. Это делается для того, чтобы попытаться заставить привод каждый раз обращаться напрямую к физической поверхности диска, а не читать уже считанное из кэша. Чтобы каждый раз получать показания? С чистого листа?
Точно. А после этого программа собирает все эти многочисленные попытки чтения и проводит статистический анализ. Она смотрит, где были расхождения, учитывая те самые флаги от привода, и на основе этого пытается восстановить исходные правильные данные. Ты имеешь в виду данные с мастер-записи из студии? Нет, о тех данных ничего не известно. Восстановлению подлежат только данные, которые актуально записаны на диск. Уверенность в восстановленных данных 100%. Такая уверенность даже теоретически невозможна. Любой алгоритм может только стремиться к этому. Да, и стоит особо отметить, что реализация флагов сету в некоторых приводах может несколько различаться. И для IO-конвертер мы рекомендуем использовать внешние USB-приводы. А можно оценить, насколько программа CD-Reaper качественно копирует? Да, существует способ тестирования программ CD-риперов в паре с CD-приводами. Обращая внимание, это проверяется только в паре. Вкратце, мы записываем на диск треки из известных нам lossless файлов. Проверяем, что диск читается. Царапаем его так, чтобы появились ошибки. Пробуем читать разными риперами и сравниваем выходные lossless файлы с оригинальными. Какой рипер в паре с приводом стабильнее дают меньше ошибок, та пара и лучше. С этим методом подробнее вы можете познакомиться на нашей странице или в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании. Получается, вместо того, чтобы обращать внимание на мнение толпы в интернете, программы CD-Reaper концентрируются на подробном диалоге с самим диском, используя сигналы от железа. Идеальное сравнение. Цель – получить максимум информации непосредственно с источника. Конечно, это тоже не дает стопроцентной гарантии, особенно если диск сильно поцарапан или просто состарился от времени. Физику не обманешь. Но, как я понимаю, этот метод позволяет избежать той самой фундаментальной проблемы – риска довериться ошибочному консенсусу. Напомню, дело не в методе. Не стоит путать качество риппинга и проверку правильности отпечатка. Нельзя эти процессы противопоставлять друг другу. То есть это как сравнить количество воды в стакане и определить ее чистоту? Да, после навороченного риппинга с поиском и восстановлением ошибочных данных можно сравнить контрольную сумму с онлайн-базой отпечатков компакт-дисков. Одно другого не исключает. Но добавит ли совместное использование двух этих операций уверенности? Добавит? Скорее наоборот. Как мы говорили в прошлой серии, количественно преобладающий отпечаток в базе данных может быть ошибочным, если серия бракованная. То есть этот отпечаток не соответствует студийному мастеру. Он соответствует копиям дисков из бракованной серии. Ведь мы же не знаем, наш диск из бракованной серии или нет. Так в чем смысл сверять его не с отпечатком подлинника, а с отпечатком неких совпавших копий диска? Ведь с некой долей вероятности эти копии могут быть сделанными с бракованной серии CD. Действительно. Если отпечаток копии диска из качественной серии совпадает с консенсусным отпечатком, то нет проблем. А если диск из бракованной серии, здесь такое совпадение дает ложную надежду, что мы получили именно студийный мастер. Конечно, ведь нас интересует именно оригинальная студийная запись. А предположим, если вдруг именно твой продвинутый риппер и именно на твоем навороченном CD-приводе сделал более качественный рип того же диска, чем рипперы, сформировавшие консенсусный отпечаток. И твой рип не совпадает с консенсусным. Обращаясь к базе, ты начинаешь думать, что это ты ошибся. Сомневаться, мучиться. Это серьезный момент для людей вроде меня, склонных к перфекционизму. Для истинного коллекционера нужно быть предельно осторожным, чтобы не пойти по ложному пути. Похоже, дополнительная сверка с источником, в котором сомневаешься, может все запутать. Вот именно. В конце-то концов, мы наш риппер проверяем, что ли? Для этого есть прямой и достаточно простой метод.
о котором мы перед этим говорили. Поэтому, может, лучше сосредоточить все усилия на максимально точном риппинге, вместо дополнительного обращения к источнику дополнительного сомнения. Сомнение в том, что там отпечаток именно мастер записи из студии. Что для нас улучшит это обращение? Что? А ничего. Мы ведь все равно не знаем, какая на самом деле была мастер-запись. Все ясно. Давай вернемся к тщательному риппингу. Давай. Этот метод может быть дольше, ведь многократное перечитывание требует времени. Но его сторонники считают, что так гораздо выше шанс поймать реальную ошибку чтения и восстановить данные. Особенно это критично для редких дисков или альбомов, выпущенных малым тиражом. О таких дисках в онлайн-базах может просто не быть никакой информации. А если я уверен, что у меня новый идеальный диск? Не хочется ждать по полчаса. Можно как-то ускорить процесс. В том же AUI-конвертер. Да, для этого существует режим Fast Ripper. Он не занимается многократным перечитыванием и также работает с отчетами об ошибках от привода. Для подавляющего большинства дисков в хорошем состоянии это вполне приемлемо. Но мы никогда не знаем наверняка, насколько хорош диск, который мы только что вставили в привод. Поэтому для максимальной уверенности и душевного спокойствия лучше переключиться в безопасный режим – Safe Ripper. Так, давай попробуем собрать вместе обе наши серии. Выходит, что скопировать CD идеально и быть в этом уверенным – это не такая уж простая задача. И у нас есть два способа. Первый – популярный метод со сверкой по онлайн-базам. Звучит успокаивающе, но на деле может сбить с толку. Ведь мы сравниваемся не с эталоном из студии, а с другими копиями, которые могут быть сделаны с бракованного тиража. Верно. Таким образом, мы можем успокоиться там, где не стоит. И даже если мы вдруг с нашими инструментами, программой риппинга и CD-приводом получили более качественную копию, чем та, отпечаток которой считается консенсусным, то будем сомневаться в ней. Другое дело, если студии сами заполнят такую базу отпечатками своих студийных мастер-записей. Но что если серия CD выпущена с ошибками? То тогда ее нужно обязательно перевыпустить, чтобы не было скандала. А будут ли это делать? Заинтересованы ли лейблы и заводы в этом? Альтернатива – это глубокий, дотошный анализ самого диска с многократными чтениями и проверкой сигналов от привода. И без обращения к источникам, не содержащим эталона из студии. Это ставка на непосредственный контроль данных, а не на коллективный разум, который сам может ошибаться. Да, мы не знаем, эталонный рип у нас получился или нет. Но мы отбрасываем избыточную проверку, которая может ввести в смущение, если наш рип был сделан с диска из бракованной серии. Из плюсов у нас не будет дополнительного подтверждения ложной надежды, что мы имеем студийный мастер. Если, конечно, мы трактуем точность риппинга как соответствие мастеру. Именно так. Получается, выбор подхода – это еще и выбор философии. Что важнее, психологический комфорт от совпадения с другими или просто уверенность в собственном риппере и CD-приводе. К тому же, уверенность в своих программе риппера и приводе – единственный, подходящий истинному коллекционеру, путь работы с редкими и уникальными аудио-CD. Ты поймал самую суть. Метод с базой дает иллюзию уверенности, по принципу «у меня, как у всех». А метод без нее хоть и не дает такого внешнего подтверждения, но и не дает дополнительного подтверждения ложным надеждам. И вот тут-то, наверное, есть еще один вопрос. Будет ли нам когда-нибудь доступна база данных именно отпечатков мастер-записей, чтобы мы были уверены в приобретенных дисках или файлах? Или студии не очень в этом заинтересованы? Может, есть и другие методы? Напишите об этом в комментариях.
Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях, что вы думаете о разных методах точного CD-риппинга. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.